Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу в своем видео зарядить вас позитивом, дать вам надежду и показать реальные изменения, которые происходят в мире, в некоторых странах. Казалось бы, на тоже безнадежную ситуацию, какая у нас в принципе была в Украине и до войны и есть сейчас. Надеюсь, большинство из вас видели предложенную мной программу реформ. Кто еще не видел, после просмотра этого видео обязательно зайдите по ссылке, посмотрите ее полностью. Также однажды я вам рассказал, сделал отдельное видео про страну Сальвадор, в которой были проведены реформы, в принципе, плюс-минус, которые предлагаю я. Но это не мое авторство, это те вещи, которые делали все капиталистически успешные страны в мире. А сегодня я расскажу вам про человека, который, оказывается, мыслит так, как я, но о существовании которого я узнал буквально несколько дней назад, на прошлой неделе. Это Хавьер Милей. Он выиграл праймерис в Аргентине. В Аргентине обязательно голосование на праймерис. 30% он набрал и лидирует на сегодняшний день. Другими словами, это самый вероятный кандидат на пост президента Аргентины. Что такое Аргентина? Аргентина — это огромная страна, которая последние много лет утопает в финансовых проблемах, которая банкротится, которая объявляет дефолт, и там происходят страшные непонятные вещи, очень похожие на те, которые вообще все процессы, которые у нас в Украине происходят и происходили. И вот что мы видим. Появляется яркая личность, которая может обматерить кого-то в прямом эфире, который не выбирает выражения. Знаете, который что делает? То же самое, что пытаюсь сделать я, то, что делал и делает Трамп в Америке. Пытается в плохие времена называть вещи своими именами, называть дерьмо дерьмом, потому что сейчас этого требуют времена. Когда-то, может быть, будут времена, когда нужен будет спокойный человек в красивом костюме, с красивой прической зализанной, который будет спокойным голосом что-то там шептать. Но сейчас другие времена, и позвольте мне рассказать вам об этом подробнее. Итак, Хавьер Милей. Милей позиционирует себя противником политического эстеблишмента, отдельной касты, как он выражается. Вам ничего не напоминает? Я сразу скажу, я буду такие короткие остановки делать с пояснением. У нас тоже сформировался эстеблишмент, который доводит Украину до ручки, который ослабил Украину настолько, что смог напасть Путин. И, по сути, нові обличчя, за которыми стоят все прежние деятели. Читаю дальше. Чтобы справиться с экономическими потрясениями, Милей предлагает сделать национальной валютой американский доллар и устроить всеобщую приватизацию. Сколько раз я говорил про то, что Украине нужно отказаться от гривны, перейти на евро или на доллар, провести тотальную полную приватизацию. Политик заявляет, что утвердил план по резкому сокращению расходов бюджета и снижению налогов. Себя он считает анархокапиталистом и ультралиберальным экономистом. Выступает за запрет абортов и полового воспитания в школах. Предлагает легализировать продажу оружия и человеческих органов. Это просто как будто все моя программа. Политологи считают заявление Милея смесью консервативных и либертарианских воззрений. Он ожидаемо нравится небогатым аргентинцам, но и в среднем классе немало его сторонников, особенно среди молодых людей. Результат праймерис стал уколом левоцентристской перонистской коалиции и консервативному оппозиционному блоку, пишет CNN. В стране инфляция составляет 116%. Это в потенциально богатейшей Аргентине. 20-летний кризис привел к тому, что 4 из 10 аргентинцев живут в бедности. Вам это ничего не напоминает? По-моему, в Украине эта ситуация примерно такая же. Люди не видят перспектив и готовы выбирать популистов. Вот эти вот слова, когда называют таких людей популистами, это все полное дерьмо. На самом деле популисты — это те, которые доводят своими действиями, лозунгами и решениями к таким ситуациям, которую в Сальвадоре расхлебал Наиб Букеле, тоже я рассказывал. В Аргентине будет, судя по всему, расхлебывать Хавьер Милей. А у нас вам решать, будем ли мы вообще ее расхлебывать. Но я предлагаю один в один именно такие решения. Это решения, которые сейчас... Видите, пошла череда, которые новый президент Америки и в Америке многое будет внедрять. Сейчас эти вещи подходят для всех стран мира, за исключением, может быть, 5-6 стран, типа Гонконга, Сингапура, Арабских Эмиратов, где и так, в принципе, все плюс-минус так работает. Там может быть с помаркой на какие-то там религиозные, культурные особенности. Но мы говорим про политику и про экономику, про государственное устройство, систему государственного управления. Несколько лет назад Аргентина получила от МВФ рекордный кредит в более 50 миллиардов долларов. Многомиллиардные кредитные линии Буэнос-Айресу предоставлял Пекин. Но это пока не помогло оздоровить экономику. За последние годы песо упал по отношению к доллару в несколько раз и продолжает дешеветь. Я напоминаю, в 2013 году курс доллара был 8. То есть 8 гривен стоил 1 доллар. На сегодняшний день почти 40. Друзья, это просто один в один.
Понимаете, когда тебя МВФ и кто-то там, более богатая крупная страна, за какие-то политические решения подсаживает на иглу, когда у власти в это время леваки или мафия, как в Украине, то есть люди, которые берут долг, чтобы погашать долг, или платить социалку, или датировать, заниматься ерундой, ну по большому счету просто воровать, давайте будем говорить откровенно. Итог везде будет один и тот же. Это то, почему я говорю и сделаю видео про Евросоюз, нужен он или не нужен. Понимаете, все везде в экономике работает одинаково. Буду читать дальше. Это выборка с нескольких статей. Где-то могут тезисы пересекаться, повторяться. Не обращайте внимания. Я хочу просто вам очень подробно рассказать суть. Хавьер Милей выступает и против абортов, и за свободное ношение оружия, и за легализацию наркотиков, и за законную продажу органов, и за введение доллара в Аргентине. Легализация легких наркотиков есть и в моей программе. Про свободное ношение оружия обязательно, это есть тоже в моей программе. Про доллар мы уже сказали, про законную продажу органов тоже есть в программе моей, и про запрет абортов. Я это не озвучил, потому что я прекрасно знал, если я это озвучу в первом же видео, все будут сконцентрированы только на абортах и на продаже органов. Да, я это тоже поддерживаю. Идем дальше. В случае своей победы он обещает ликвидировать Центробанк. Друзья, что я вам говорю, НБУ должен быть ликвидирован. Не должно существовать больше этой кучки 2-3 тысячи человек, которые печатают деньги, распределяют по своим друзьям-банкирам за откат. Дают рефинанс за откат. А потом эти банкиры в лучшем случае выводят в офшор и где-то там скрываются, и НАБУ их героически ищет, как и каждого предыдущего главу Нацбанка. Просто этот Милей красавчик. Значит, помимо Центробанка обещать ликвидировать Министерство образования. Друзья, мы постоянно об этом говорим, особенно во время войны. Зачем в Украине Министерство образования? Здравоохранение, социального развития, которое он считает лишь кормушкой для чиновников. Ну просто красавец. Я говорю, меня вдохновляет, когда я вижу, что в мире появляются такие люди. Вернее, они появились раньше, чем я. Просто я не знал об их существовании. Просто красота. Идет война, 20% территории отжали, а наши умудряются бюджеты расписывать городов, которые нам не подконтрольны, и разворовывать деньги. Или то, что Шурма с Ермаком устроили по поводу солнечных энергостанций. Она оккупирована, она не работает. Они сотни миллионов гривен выделяют себе. Но у нас все хотят дальше продолжать голосовать за Зеленского. А всякие другие деятели обвинять Елисевича, что я в чем-то виноват. Понимаете? Я делаю это для думающих людей. Зачем в Украине сейчас Министерство культуры, Министерство спорта, Министерство образования, Министерство здравоохранения? Зачем это все? Министерство сельского хозяйства, Министерство там, топлива и энергетики, вот это вот все. Зачем это все сейчас в Украине и даже без войны? Когда вот политиков отберут машину для печатания билетов, инфляция прекратится, потому что инфляция всегда и везде является денежным явлением, порожденным избытком денег, говорит кандидат в президенты Милей. По мнению Милея, государство должно оказывать минимальное воздействие на происходящее в стране, заниматься только вопросами безопасности и организации судебной системы. Просто браво! Функции государства должны только этим и ограничиваться. Организовать честную судебную систему в моей программе реформ – это британское право, прецедентное право. Набор судей всех новых с нуля на избирательной основе. То есть судья – это избирательная должность, которую каждая община, каждый административный центр выбирает сам себе. Вопросы безопасности, конечно, армия. Профессиональная, серьезно вооруженная армия. Приватизирован весь частный военный... Приватизирован ВПК весь, частные компании на территории Украины спокойно производят оружие. Легализованный ЧВК, которые в случае войны, не дай бог, сразу присоединятся за Украину. Понимаете? Вам такое не предложит ни Зеленский, ни Ермак, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Притулы, ни Чмуты, ни Арестовичи, никто кроме меня. По словам аналитиков, которые приводит Fox News, аналитики, победа Милея на выборах приведет к хаосу на финансовых рынках, резкому падению стоимости аргентинского песо на фоне неуверенности в том, каким путем пойдет Аргентина. Ну, Fox News, конечно, дали жару. Значит, конечно, будет хаос на финансовых рынках, потому что такие люди – это враги Сороса. Все враги Сороса физически находятся в опасности. Такие люди не дают Соросу своими левацкими лапами распространять эту чушь, которую он успешно делает. А то, что песо упадет, ну так пусть падает, его скоро не будет, Милей ведет доллар, и все проблемы с этим решатся раз и навсегда.
Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник, там, тра-та-та-та-та, задается вопросом, сможет ли он или кто-нибудь другой действительно исправить ситуацию в экономике Аргентины. Сабатани уверен, что это будет непросто, ведь речь идет о структурных проблемах. Госрасходы в Аргентине – это 40% ВВП страны. Люди, 40% ВВП страны. Если я не ошибаюсь, в Аргентине 440 или 450 миллиардов ВВП. Это, кстати, больше, чем в 2 раза выше ВВП, чем в довоенной Украине, даже с столькими проблемами. Они тратят 40% ВВП госрасходов. Это все, как происходит в Украине. У нас примерно такая же ситуация. Это просто абсурд. Это, ну вы понимаете, это на голову просто не налазит. Но в Аргентине, в Украине это возможно. Следовательно, если мы хотим решить проблему долга, инфляции и склонности Центробанка печатать деньги, придется сильно урезать субсидии, заключает он. Это не надо быть большим экспертом, чтобы это все сказать. В стране, где годовая инфляция превышает 100%, представьте, что в Аргентине творится, где растет бедность и обесценивается валюта, итоги праймериз стали симптомом гнева избирателей. Это точечная эмоция или в обществе настоящий идеологический сдвиг? Это задаются вопросом все эти эксперты. Не думаю, что неожиданная победа Милея на праймериз действительно представляет собой массовый сдвиг в аргентинском электорате в сторону правых, сторонников либертарианства, комментирует Сабатини. А он ведь даже позиционирует себя как анархо-либертарианец в том, что касается значительного сокращения роли государства, что отвечает исконным ценностям Аргентины. Думаю, Аргентина в плане взглядов остается вполне левоцентристской страной. Вот эти все эксперты, соросята, и будут гнать такую дурь. Нет, аргентинцы красавцы, я их обожаю после этого вообще. Они классно играют в футбол, они добрые, и они еще, как оказалось, даже умнее, чем украинцы. Понимаете, что делается? И я призываю всех вас вот это все взять на вооружение, все эти взгляды. Я считаю, что война это та точка, когда увирваться терпец должен и у нас, у украинцев. Хватит леваков, хватит псевдолеваков, хватит мафии, хватит соросят. Мы должны стать Европейской Америкой, жить как Америка 19-20 века. Вот какой должна стать Украина. Послать дальше всех этих еврооптимистов и гетманцев, которые хотят имплементировать в Украину европейские законы, я имею в виду ЕС. Это все кранты. Мы должны провести точно вот такие реформы, как предлагает Милей, как предлагаю я. Другого пути, чтобы стать сильными, на нас никогда больше не напали, и даже чтобы мы представляли себя опасность для Путина и для таких, как он, только такой путь. Все остальное, вечная страна бомж, вечная страна попрошайка, слабая страна. Эксперты единодушны. Коррупция и отсутствие новых лиц в политике влияет на регион в целом. Чувствуя себя все более незащищенными, люди ищут альтернативы, порой радикальные. Общество считает, что политического обновления не происходит, что политики неподотчетны, считает Сабатини. Плюс чувство глубокой экономической незащищенности. По результатам опросов, проведенных в Латинской Америке университетом Вандербильта, более 80 респондентов убеждены, до 80% политиков в их стране коррумпированы. Ничего напоминает? В Украине 99,9. Когда люди не доверяют своим политикам-институтам, они ищут радикальные ответы вне системы. На прошедших праймериз граждане Аргентины голосовали за партии, которые выставят своих кандидатов на намеченные 22 октября выборы главы государства. Движение Милея «Свобода наступает» стало первым, набрав свыше 30%. Восхищаюсь аргентинцами, просто восхищаюсь аргентинцами. Мы тоже с вами уже от этого всего устали. Давайте попробуем то, что не было испытано и испробовано в Украине за 32 года существования. Леваки, мафиоза, соросята захватили, и непрофессионалы. В начале пути непрофессионалы. Трагедия первая, когда Кравчук выиграл выборы у Черновола. Черновол это величайший украинец в истории. Потом ФСБ убила Черновола. Все. Можно ставить было тогда точку на независимости Украины. Мы никогда не были независимыми. Мы не состоялись как государство. У нас одни проблемы. Но мы молодая страна. И мы можем стать великими, успешными. И показать такой уровень, нам все будут завидовать. Потому что мы географически намного выгоднее, чем Аргентина. У нас больше возможностей, у нас больше ресурсов. С Аргентины тоже все время лепили аграрная страна. Она такой когда-то и была. Поставляла там мясо, всю Европу. Украину пытаются сделать сырьевым придатком. Нет, у нас могут быть финансовые услуги и производство. И Илон Маск может строить у нас заводы. И услуги. Малый бизнес, малый и средний бизнес должен составлять 70, может даже 80% ВВП. Если мы будем идти правильным путем. Отмена НДС обязательно. Замена на налог с продаж или на налог с транзакций.
Вот это нужно внедрять, современные решения, а не быть каким-то точно сырьевым придатком и источником для рабочей силы для Европейского Союза. И все время быть под гнетом Путина. Путин сейчас над Южной Америкой очень плотно работает. Вы знаете, они там юань пытаются их присадить, БРИКС, вот эти все моменты, он их хочет поджать для того, чтобы насолить Америке. Это идет борьба с Америкой. Такие, как Хавьер Милей, это первые враги Путина. Я боюсь, чтобы его не отравили, никакой сердечный приступ, ничего. Это враги Путина, это враги Сороса. Это великие люди. Это великие люди. В Сальвадоре были проведены реформы, это из последних стран. Правильные. Чувствую следующее на пути Аргентина. Хочу, чтобы дальше на очереди стояла Украина. Только ваш голос все решит. Или опять эти аферюги, которые управляли Украиной 32 года. Война, вот эти разговоры, что Путин нападет опять, и давайте то, давайте 91 год. Давайте без давайте. Украина большая территория, давайте на ее территории, которая есть, внедрим вот эти вот все реформы. И посмотрите, где будет Путин. Чтобы он там потом не пыжился, он ничего не сделает. Я на стриме сказал, когда по периметру будут сотни байрактаров или аналогов, когда у нас будут сотни хаймерсов, чесать 24/7 ВПК, большая профессиональная армия, где не хватает людей под руки и насильно не ведут, а все на большом контракте и умеют воевать по призванию. Когда 18 лет все будут проходить, независимо от пола, стрелковую подготовку, и как в Швейцарии у каждого будет оружие дома, на нас никто никогда не нападет. И под такие реформы вернутся и Крым, и Донбасс сами захотят вот так жить. Сами посмотрят, как мы заживем, и сами захотят так жить. И устроят у себя бунты, и Россия распадется, мы их вернем обратно. Без смертей наших людей, без горя, без всего этого. Задумайтесь над этим, напишите обязательно комментарий. И если вам это нравится, и вы хотите знать об этом больше, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, делайте репост, показывайте видео друзьям. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.